Как такое возможно, спросишь ты себя после прочтения заголовка видео. И я отвечу: подержи мое пиво. Поехали. Начинаем с проекта, который называется Zero Protocol и разрабатывается товарищем R-Games на Construct 3. Это хоррор от первого лица с графоном из эпохи Дюк Нюкема, со стрельбой и постепенным отъездом крыши главного героя. Начинается демка с того, что мы приходим устраиваться на работу в службу охраны некоего научно-исследовательского комплекса в альтернативном Советском Союзе будущего. Не успеваем мы выпить чашку кофе, как очухиваемся в запертой палате. Вокруг введен протокол сдерживания всякого нехорошего, а показатель кукухи уже неуклонно ползет вниз в ожидании обеда. Отличный первый день на работе. Из записок, разбросанных вокруг, мы узнаем, что у нас критически скакнуло давление, и нас положили в палату отдохнуть. Из терминала неподалеку среди помех мы можем разглядеть код от двери. К слову, разработчик сделал этот момент гораздо более очевидным со времен самой первой демки. Многие оканчивали свое прохождение именно на этом моменте. Проект этот, кстати, вырос из конкурса бродилок на gamedev.ru 2023 года, а запись стрима которого есть у меня на канале. Окей, давление давлением, но что происходит вокруг? Свет вырубается, оставляя нас в кромешной тьме. Тут опять узкое место для игрока. Подсознательно ждешь какой-то помощи. Может быть, сейчас включится аварийное освещение или где-то что-то замаячит вдалеке. Но нет, только еще один светящийся зеленым дверной замок зовет себя пощупать. Разработчик, падла, дай фонарь, я твой рот наоборот. Спасибо. Наконец можем разглядеть, что за капец творится вокруг. Кровище, блевотище, кто-то стены говном измазал, какая-то баба стонет за дверью. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. В результате распития паленого алкоголя и непринятия местного алкостопа люди стали массово впадать в состояние алкогольного делирия и терять рассудок. При помощи записанек и компьютерных терминалов мы выясняем, где лежат те или иные ключи карты, какие рычажки надо пощупать и какие цифры надо вводить в цифровые замочки, чтобы свалить из этого гадюшника. Дабы не нагружать похмельную голову, автор дал возможность фотографировать коды на свой телефон. Очень удобно, спасибо. Если достаточно долго не принимать алкостоп, мазня говном на стенах начинает оформляться во вполне осмысленные послания. Можно даже найти код от одной из дверей. А у героя начинаются слуховые галлюцинации, способные поначалу изрядно напугать. Типа топот, стоны, шепотки за спиной. Становится понятно, почему я постоянно запинаюсь об кирпичи. Довольно круто сделаны некоторые моменты взаимодействия с предметами. Например, мы находим кровавую записку с кодом, которую можно отмыть перекисью водорода, найденной в медотсеке, или перевязать провода сломанного цифрового замка всеисцеляющей синей изолентой. Ранние игроки завалили автора фидбэком, а он взял и не стал посылать всех фразой «Я художник, я так вижу», да исправил и добавил много всякого из того, что ему говорили. Например, раньше в комнате с пистолетом лежал похмельный завхоз, и как только мы открывали дверь той комнаты, Сан Саныч выходил на нас и пер прямой наводкой, не давая ни единого шанса взять оружие. Теперь же Саныч появляется только после того, как мы возьмем пушку, и то где-то из-за спины, издавая шаркающие звуки, чем спровоцировал неконтролируемую генерацию нового материала для местной настенной живописи. Записки стало можно читать в кромешной тьме, а раньше еще и фонарик тратился в реальном времени, пока читаешь местные писульки. А еще буквально пока я готовил этот материал, закинул автору идею, что зеркала в игре должны отражать. Автор скукожился от этой мысли, покурил, раскукожился и через несколько часов выкинул демонстрацию рабочих зеркал. Вот всегда бы так. Кстати, тут нету реального освещения. Фонарик — это текстура, наложенная поверх изображения. Как пишет сам автор, по сути тьма — это черная текстура, а фонарик — спрайт, который растягивается в зависимости от поворота камеры и расстояния до стен. Как тебе такое, Дженсен Хуанг?
И тут ты мне скажешь: Дукат, что ты нам тулишь? Где беготня из края в край по лесу с невидимыми стенами? Где бесконечные разговоры, чтобы растянуть игру на 20 часов? И даже ни одной профессиональной актрисы озвучки, прошедшей курсы актерского мастерства, нету. И я отвечу: согласен, 0 смут из 10. Поэтому я крайне не рекомендую переходить по ссылке в описании, добавлять игру в ваш виш-лист и уж тем более самостоятельно знакомиться с демкой. Следующий проект называется Alien Hope for the Future и разрабатывается товарищем Paradox на Unity. И это еще одна кирпичная фабрика, но на сей раз во вселенной Чужих. Начинаем мы в той самой колонии Headless Hope из второго фильма. Играем за некоего раздолбая-ремонтника, который залипает в игровой автомат вместо того, чтобы выполнять поставленные начальством задачи. Сходу скажу, что в игре довольно всратые модели персонажей, взятые прямиком из Fuse, генератора трехмерных человеков. Зато вот окружение выглядит отлично и спроектировано с умом. Все потому, что автор, ваяющий сей шедевр в одиночку, работает элит-левел дизайнером в Mantfish, той самой богом посланной нам студии, которая выдала нам нежно и трепетно любимый мною Atomic Heart. Сходу к нам пристает какой-то бомж, но вопреки ожиданиям не клянчит мелочь, ругает за распиздяйство и велит заняться поставленными задачами. Монетки для игрового автомата у нас все равно уже закончились, поэтому, чтобы не подохнуть от скуки до конца рабочего дня, придется немного поработать. Глянув на карту на белой стене около выхода из бара, мы понимаем, что нам нужно в то здание, которое помечено буквой W. Выйдя на улицу, нашему взору предстает рабочая атмосфера вокруг. Двое работяг что-то усиленно варят на высоте, автопогрузчик повез куда-то свой груз, а меня привлек вот этот вот луноходик. А ведь под него даже нельзя кинуться. Он тут же останавливается и начинает бибикать. Ты кому сигналишь, сука? Где? Луноход этот, в волю набибикавшись, уезжает за периметр колонии, и я такой: о, это же тот самый луноход из фильма. И он сейчас приведет меня к дереликту, где я стану свидетелем охеренной сцены заражения колонии. Но не тут-то было. В конце концов, я уперся в невидимую стену. Одну смуту игра зарабатывает сходу, а луноходик поехал дальше по своим делам. Ну что ж, походу и вправду придется идти на работу. Возвращаемся назад и заходим в общагу. План такой: зайти в свою комнату, забрать рабочий КПК, затем спуститься в подвал, заныкаться куда-нибудь в темный угол и покемарить там до конца рабочего дня. Внутри общаги просто загляденье. Все проработано настолько, что веришь, тут реально могли жить колонисты. Правда, чересчур чисто. Походу сегодня дежурят девочки. Тут есть и рекреационная комната с экраном, по которому показывают лесок с водопадиком, прям как в кине. И большая столовая, где герою вкусно пахнет, и прачечная, где на машинке сидит тёлка и читает Филиппа Дика, то самое про электронных овец и роботов-зоофилов. Оптимизирована вся эта красота не очень, конечно. Автор признался, что свет в игре везде реалтаймовый, а это может очень сильно сказываться на производительности в Unity. Зато в этой игре тоже рабочие зеркала в ванной и парикмахерской, хоть и чуть-чуть глючные. Тут используется рендер в текстуру, а это накладывает свои отпечатки. Итак, волею судеб мы забираем в своей комнате КПК, недоделанный детектор движения и едем в подвал работать работу. И тут я такой: боже, надеюсь, меня не заставят пылесосить весь подвал и запоминать, где тут что находится. И таки заставят. Чтобы собрать поломатый детектор движения, нужно найти немалое количество запчастей. А еще, чтобы сделать работу, понадобится инструмент, который нужно искать вот тут же. Но, слава богам, подвал очень неплохо спроектирован. Карта в КПК, которая не показывает положение игрока, поначалу сбивает с толку. Но когда немного знакомишься с окружением, становится довольно легко ориентироваться в пространстве. А то автор же профессиональный левел-дизайнер.
Чего не скажешь о местной вентиляции. Она, по признанию автора, слегка недоделана, хоть и изобилует достопримечательностями, чтобы хоть чуть-чуть ориентироваться внутри. На карте отображаются только входы в вентиляцию, и я того рот шатал, ползать на карачках по этим лабиринтам, но автор настойчиво заставляет туда лезть, и где-то рядом постоянно мяукает кошак. Не успеваем мы выполнить 2 из 3 заданий, как в помещение заваливается, кто бы вы думали? Ну, конечно же, его величество товарищ Ксеноморф собственной персоной. Если вы не успели к этому моменту собрать детектор движения, как я, все, ГГ. Короче, вот рабочая стратка. До того, как выполните 2-е задание, рекомендую обыскать весь подвал, изучить все пути, найти все запчасти от детектора движения и собрать его на верстаке, который отмечен на карте. Чужой вваливается в помещение, вырубается свет, и теперь нам нужно включить резервное питание и перенаправить его на какой-нибудь из выходов, ибо электричества на все не хватает. Открывая тот или иной выход, разные проходы на уровне открываются и закрываются, то есть вы не можете покинуть подвал привычным путем. Всяко придется забираться и ориентироваться в сраные вентиляции. К слову, ксенотварь очень хитрая. Она всегда крутится где-то возле игрока. От нее можно спрятаться за укрытием, выключив фонарик. И бегать не рекомендуется. Если спрятаться в шкафу и не дышать, но это мне ни разу не помогало. Ну и короче, ты такой добираешься до открытого выхода, уже предвкушаешь победу, как внезапно раздается плач ребенка. Это что, ребенок плачет? Я не могу бросить его тут с этой тварью. Ну и тут как бы есть выбор: свалить нахрен пока не поздно, пойти искать детеныша по одному лишь слуху, ни на карте, ни на детекторе движений данный товарищ не отображается, ну и либо сдохнуть в очередной раз от лап ксенофила, прожечь дыру в стуле и рейдж-квитнуть из игры. Я, собственно, выбрал последний вариант. Но через несколько часов остыл и вернулся к демке. Хорошо, что на каждом этапе этого кошмара есть автосохранение, и померев у выхода, вам не придется переигрывать вообще все. Автор навалил нам щедрейшие 5 попыток не сдохнуть, и это вообще ни о чем. Чужемразь слишком имбовая. Он всегда знает, где находится игрок, даже если тот не издает ни звука. Я и на 25-й попытке не сумел выбраться из подвала. Слава богу, есть секретный чит-код, который сбрасывает количество попыток обратно на 5. После смерти надо набрать на клавиатуре «Я тряпка» без пробелов, и справедливость восторжествует. Мой пердак горел несколько часов, пока я не нашел таки ребенка. Только для того, чтобы увидеть, как количество моих попыток упало до 0, а сзади как раз подкрался чужекурва. Ну и тут, короче, мои полномочия все. Я увидел экран статистики, а значит прошел игру. Хоть автор и говорит, что нет, мне плевать. К слову, плачет у нас будто бы младенец. Ребенка я нашел вполне себе 13-летнего здоровенного лба. Ну, то такое. Автор не скрывает, что демка у него вышла ультра-хардкорная, особенно прикол со спиногрызом. Его можно вывести из подвала, просто мне не повезло, что чужесос уже практически хватал меня за жопу, когда я к нему приблизился. Но количество попыток падает до 0, и если вы с ребенком, читерить уже не получится. Либо пан, либо переигрывай всю демку заново. К сожалению, активный продакшн Atomic Heart забрал у автора остатки свободного времени, поэтому он забросил свой фанатский проектик. Но, как он сам говорит, когда-нибудь он вернется к нему и переделает все заново нахрен, бо опыта набрался с тех пор на 3 смуты хватит. В целом, демка норм. Классная проработка интерьеров, в подвале практически невозможно заблудиться. Почти всегда будет какая-то примечательная штука, которая поможет сориентироваться, где вы находитесь. Другое дело корявые персонажи и жесткий, как мой слог, ксенофарш. Вот бы еще тут подвал генерировался случайным образом, монстр был не такой душный и был бы способ дать ему отпор. Прямо как в следующей игре.
которая носит название Xenoids и разрабатывается товарищ Кэптон Адамов на Unity. Это совершенно точно не Alien Isolation у нас дома с кооперативом и рогаликом. Вас совершенно точно не будет головной компьютер корабля из-за того, что он сбился с курса и теперь летит на астероид. Да к тому же совершенно случайно заражен некой неведомой пердолиной курвой, засирающей все вокруг слизью, откладывающей яйца, из которых потом вылупляются личинки, которые развиваются во взрослых особей с разными специализациями. Не-а. Вначале показывают мультики, где компьютер такой: ага, корабль летит на скопление астероидов. Первая команда в полном составе отсыхает от вчерашней попойки. Кто там еще у нас? Ну конечно же вторая команда. Будем. Ты выбираешь одного из специалистов со своими навыками и стартовыми приколюхами. Например, мой любимый прапорщик Мудько имеет в распоряжении табельный Макаров, увеличенное пузо и гвозди гнул в молодости. В противовес создает много шума, чем привлекает ненужное внимание. Просыпаемся, тянемся, пьем кофеек и идем на ковер к компьютеру. Тот говорит, надо починить 5 неисправностей на первой палубе, добраться до капитанского мостика, составить там маршрут уклонения от скопления астероидов. Чтобы добраться до капитанского мостика, нужна красная ключ-карта, которую надо найти прямо тут же на первой палубе в кают-компании. Раньше на выполнение первого задания давался час реального времени. Но потому что корабль же приближается к неминуемой смерти, поэтому и таймер в этом случае вполне логически оправдан. Правда, после настойчивого нытья с моей стороны, разраб таки убрал таймер на легком уровне сложности. Но играть от этого спокойнее не стало. С каждой минутой палуба все больше заражается инопланетными соплями. Чем больше соплей, тем больше монстров шарится по уровню, и тебя это все подстегивает действовать быстрее. Пока тут все еще есть куда плюнуть. И ты спросишь меня: бать, где обещанный рогалик? А вот он. Уровни генерируются случайным образом, правда, один раз за прохождение, а вот расположение точек интереса, лут, обильно разбросанный по палубе, каждый раз генерятся заново, при каждом возвращении на лифте. Так что можно зачизить, подгадать, когда тебе выпадет удачная генерация заданий, чтобы все точки появились рядом с выходом. Ну и фармить лут, необходимый для крафтинга всякого приятного, никто не запрещает. К слову, настойчиво советую как можно скорее найти чертеж огнемета и топливо к нему. Инопланетная кончина уничтожается при помощи оного, чем можно хоть немного, но сдерживать распространение ксенобыдла по кораблю. И вот так приезжаем на уровень, пылесосим все вокруг, решаем задачи, сгенерированные неподалеку, жжем огнеметом ксеноблеватину и в панике бежим назад, потому что здоровье осталось на один укус, а аптечек днем с огнем не сыщешь. В борьбе с ксенопадлами помогает один имбовый прием. Идеальные организмы для убийства и размножения трясутся в страхе перед этим грозным приемом. Нужно всего лишь пинать ногой их по яйцам. Тогда они на некоторое время станятся и перестают кусать вас за мягкие места. Правда, подбегая вплотную, ксеномразь, махая граблями, неизбежно тебя зацепит, поэтому злоупотреблять славянским пинком по яйцам не стоит. Все же лучше расстреливать их на подходе. На втором уровне очередное увлекательное задание. Нужно заварить 5 труб при помощи плазменной горелки, которую нужно либо найти тут же, либо скрафтить, либо возродиться персонажем, у которого сразу же есть эта самая горелка. Третья миссия – починить электрощитки, и опять 5, но при этом нужно тратить еще и по 2 предохранителя на каждый, которые разбросаны по уровню, которые я заманался искать. Ну чисто чтобы у игрока точно не осталось сомнений, что с геймдизайном и фантазией у разраба большие проблемы, и ничего более интересного уже не будет. Но, тем не менее, на следующем уровне внезапно начинается годнота, и я такой: «Ого, человеческая речь! Люди, где вы? Я вас сейчас найду!» А там спойлер.
А еще тут толковый бэктрекинг с данными или ключами, полученными на поздних уровнях. Мы можем вернуться на предыдущие палубы и достать оттуда какие-нибудь запертые ништяки. Например, можно замародерить оружейку на 2-м уровне, получив от нее ключ на 3-м. Там лежит автомат, который при достаточном количестве патронов превращает не Alien Isolation в не Doom Eternal. А для стримеров игра вообще бриллиант алмаз, особенно если собраться с друзьями в коопе и кекая бегать от ксенопидоров, жаря их с огнемета и дробовика. К сожалению, игра начинает раскрываться буквально через час против смутных 20 часов духотищи. Да и веселья в ней слишком много. Что это за лол-кек чебуречная на космическом корабле в окружении ксеноморфов? Где историчность? Где серьезная атмосфера? Где хоррор? Разве может быть страшно, если ты можешь остановить любого противника пинком по яйцам, да еще и с друзьями в коопе? Вот и я о том же, 2 смуты из 10, 2 балла за однообразие первых 3 заданий. Вообще ни в каком виде не рекомендую ознакомливаться с игрой самостоятельно, и уж тем более ни в коем случае не добавляйте игру в список желаемого на Стиме. Следующий проект называется Super Bioman и разрабатывается командой VR Gamers на Unity. Это игра нового жанра на Steam, бумер-шутер. Представляете, что Duke Nukem и Серьезный Сэм решили устроить вечеринку с Doom Eternal и Blood Dragon, а потом завернули это безобразие в нарисованную от руки псевдо-2D графику. Так, и что тут надо делать? Очередной симулятор ходьбы задом наперед с поливанием огнем нарастающих толп врагов, подумал я и тут же отлетел в начало демки, позорно сдохнув заваленной толпой пришельцев. Как оказалось, здесь нужно думать и тактически действовать, как будто вы на шахматном турнире, но с дробовиком. Почти как в Crimson Land, где было нужно тактически передвигаться по уровню и использовать умения. Например, мелкие звездюки, которые скачут под ногами, отлично выступают в роли гранаты, если их схватить и швырнуть в толпу. Кто бы мог подумать, что маленькие визжащие твари могут оказаться такими полезными? Это я не о детях. Разработчики учились у лучших, поэтому добавили функцию автоматической перезарядки при смене оружия. Это не баг, а официальная фича игры, чтобы ваши геймплей были легче. Во время тестирования демки я так много жаловался, обсуждал с разработчиками проблемы игры, что он добавил чекпоинты. Наконец-то можно играть, не чувствуя себя мистером-мазохистом. По сюжету зеленые человечки, нет, не ящеры, решили напасть на Землю. К их несчастью, рядом оказался наш протагонист, супер-био-мужик-защитник всей галактики. Мы истребляем зеленую инопланетную нечисть, помогаем 2 подозрительно знакомым инопланетянам замочить инопланетную матерь драконов, прыгаем по платформам, дыша ядовитым газом, и рвем плоть пришельцев при помощи переносного стационарного пулемета. Звучит как отличный план на вечер, не так ли? Все недочеты я уже высказал разработчику лично, осталось лишь придумать, чем эта игра хуже смуты. Ну, например, где это видано в 2024 году, чтобы хорошие игры весили всего 500 мегабайт и были настолько хорошо оптимизированы. Это просто неслыханная дерзость, минус 5 смут из 10. Ни в коем случае не переходите по ссылке в описании и не играйте в демку этого шедевра. Далее, проект, который называется Swordbreaker Back to the Castle, разрабатывается командой Ducat Games на Unity. И это настоящий наш ответ Ведьмаку. Готовьтесь к погружению в мир, где мечи свистят, арбалеты туго натянутые, а ваш самый свирепый противник – кабан. Давайте разберемся, что же приготовили нам разработчики. Первое, что бросается в глаза, это графон. Действительно очень красиво. Мир игры выглядит так, словно художники по ночам бухали с Ван Гогом. И фоторежим тут есть, чтобы вы могли запечатлеть каждого кабана, сбившего героя с ног в этой игре.
И ты спросишь меня, а как же тут боевка? Меч-арбалет, полный комплект. Только вот выносливость у нашего героя заканчивается быстрее, чем ваш интерес к подписке на мой канал. На махание мечом выносливость, как ни странно, не тратится, зато короткая пробежка, перекат, 2 раза прыгнуть и выносливость уже на нуле. Летучие мыши, здоровенные, что твоя овчарка, валятся с неба. Скелеты, скромно гремящие костями, призраки, шмаляющие магической магией. И кабаны, самые страшные противники в игре. Серьезно, кабан, который сбивает с ног игрока, отправляя того в нокаут на пару секунд, безумно бесит. И при этом с него не дропается абсолютно ничего полезного. В бою у нас есть возможность парировать удары мечеломом и пополнять таким образом здоровье. Звучит круто? Круто. Только вот игра запоминает все кнопки, которые ты натыкал, пока пытался попасть по скелетону, и потом поочередно проигрывает анимации ударов. Прибавь факт, что в игре нет фокуса на враге, и получится, что эффектные комбо идут в пустоту, пока крысы грызут тебя за жопу. Разбавляет это безудержное веселье головоломки. Вот, например, запертая дверь, а перед ней 6 рычагов. Ни намека, ни подсказки. Только какие-то непонятные руны наверху. Решай методом научного тыка. И это только начало. Вот вам головоломка с точным позиционированием на платформах. Мало того, что решать ее нужно опять тупо перебором, так наш герой прыгает как бухой кузнечик. Разворачивается на месте хуже моей бывшей на пикапе. Шучу, женщины это миф. Также я думал и о веревке, которую нужно найти по заданию, чтобы починить баллисту. Я обшарил каждый уголок локации и после гневного письма разработчику узнал, что спрятана она в самом дальнем углу карты, в тенечке. Ею привязан скелет к дереву, вот прямо вот тут, на северо-западе разрушенной деревни. Будете играть, не пропустите. Кстати, я только на 2-м часу игры заметил, что в игре есть компас вверху, указывающий направление к точкам интереса. Разработчики молодцы в том плане, что напихали в разных закоулках монеток, баночек, болтов, чтобы награждать любопытного игрока за изучение локации. А то, что в игре есть пинок на кнопку V, сбивающий любую атаку противника, я узнал, лишь заглянув в сообщество игры в Steam в поисках потерянной веревки для баллисты. А какая вообще глобальная цель? Да дойти до замка. А замок-то хорошо виден вдалеке, возвышающийся громадиной на горизонте. Хотел сказать я, но, увы, авторы решили оставить замок за гранью нашего зрения. Просто идите по тропе, говорят прохожие. И есть ли замок на самом деле тайна, покрытая лодами, которые прогружаются прямо перед игроком. Через какое-то время игра вспоминает, что она RPG и дает нам NPC с заданием. Угадайте каким? Ну, конечно же, убить крыс в подвале. А вы что хотели? В подвале темно, хоть глаз выколи, а факела какого-нибудь или иного источника освещения в игре походу не придумали. Как любое уважающее себя RPG, игра предлагает нам прокачаться при получении достаточного количества опыта. Тут у нас 3 ветки: герой, убийца и трус. Но какие умения скрываются в каждой ветке, узнать можно только добравшись до нужного умения прокачкой. Заранее глянуть, что там, ты чё, бать, так будет слишком легко. Между уровнями нам дают возможность продать награбленное у торговца. Вот, правда, покупать у него нечего. Он продает исключительно то, что у нас и так уже имеется. Ну, разве что закупиться зельями, если вы не как я играете на любом другом уровне сложности, кроме самого легкого, где зелья и болтов наваливают на игрока с горкой. Позабавил момент, когда заходишь в разоренную некромантами деревню. Герой говорит: засада, придется прорываться с боем. Начинается игра, и вдруг никого. Только где-то вдалеке спокойно бродят скелеты и витают призраки. Постановка, конечно, не дотягивает до уровня смуты, где в катсцене на героя прыгает волк, а после, когда игра дает управление игроку, волка этого приходится еще поискать в лесочке неподалеку. Ой. Ну вот все как-то внезапно происходит. Это что?
Музыкальное сопровождение заслуживает особой похвалы. Зацикленная эпичная музыка радует слух. Первые полчаса. Звук, который обозначает интерактибельность двери, сундуков и так далее, становится неожиданным хоррорным элементом. Никогда не ожидаешь скримера в подобной игре. Озвучка речи на вполне достойном уровне для мелкой инди-игрушки, сделанной 3 чуваками. Эта история расскажет о бывшем военном, а ныне искателе приключений. Его имя остается тайной по сей день. Все знают его под псевдонимом Мечелом. Так-то вообще могли бы оставить просто кряхтение какое-нибудь при наборе текста. Кстати, если хотите от меня видео, как делать Практически профессиональную озвучку, имея лишь способность выплюнуть горячую картошку изо рта и дешевенький микрофон, пишите в комментариях фразу Профессиональные голоса в голове. Посмотрим, сколько из вас способны правильно написать слово. профессиональные. Ну, короче, вы поняли. 0,5 смуты из 10. Чисто за кат-сцену с набегающей засадой. Желтая оценка в стиме за то, что игра на релизе была в не очень хорошем техническом состоянии, говорит сама за себя. Ну и что разрабы уже давно все пофиксили. Ну и что я за свои 3 часа игры ни разу не встретил ни одного бага. Тьфу! Все равно крайне не рекомендую добавлять игру по ссылке в описании в свой виш-лист и покупать ее на ближайшие скидки. Ни за что. Ух, ёпт, напугал меня. Ты что тут все еще делаешь? Все уже разбежались. Ну ладно, коли ж ты все еще тут, пиши, какой из ключей, показанных в видео, ты забрал. Ну и жалобы, предложения пиши, я все читаю и принимаю во внимание. Все, давай иди, а то мамка заругает. Люблю, целую, до видения.